Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые, нарядные, теплые носочки. Если эти носочки связать покороче, то получится слитки. Данные носочки, ну или слитки в мастер-классе я буду вязать из именно носочной пряжи. Это у нас идет пряжа Alize Super Wash Artisan. Здесь у нас метраж получается будет идти на 100 грамм 420 метров, но вязать я буду в 2 нити. То есть получается метраж на 100 грамм 210 метров. По составу 75% шерсть и 25% полиамид. Наверняка знаете данную пряжу. Как я сказала, вязала я в 2 нити. То есть носочки у меня получились теплые и максимально вяжутся быстро за счет того, что пряжа получается толстенькая. Свои носочки в мастер-классе я вязала спицами 3,5 мм, и полный расход пряжи на пару носочков я сейчас подпишу вам на экране. В мастер-классе свои носочки я вязала однотонные. Вы можете вязать и цветной вариант, к примеру, связать резинку и подошву одним цветом, и основную часть связать, к примеру, другим цветом. То есть этот момент уже на ваше усмотрение. Свои носочки в мастер-классе я вязала на размер ноги, где-то получается 36-38, так как полотно у нас идет вязаное, эластичное и очень хорошо тянется. Если данная модель носочков вам нужна на больший размер ноги, то мы это можем отрегулировать в процессе вот именно вязания мыска. Чем длиннее мы провяжем мысок, тем на больший размер получится наши носочки. В процессе вязания каждый провязанный участок я вам измеряю в сантиметрах, так, чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных рядов, но и на количество сантиметров каждого провязанного участка. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравится данная модель носочков. Предлагаю связать их сейчас вместе со мной, поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать слитки, как я сказала, я буду в 2 нити спицами 3,5 мм. И теперь для вязания слитков мы сейчас должны набрать количество петель кратное 6, плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Начинаем вязать наши носочки-слитки мы с резинки, но для того, чтобы после резинки сразу приступить к вязанию основного узора, я как раз таки вот и набираю количество петель кратное раппорту узора, который я буду вывязывать после резинки. И сейчас для вязания своих носочков-слитков на спицы я набираю 51 петлю. На спице я набрала 51 петлю. И теперь мы приступаем к вязанию первого ряда резинки. Резинка у нас будет начинаться вязаться с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее во всех изнаночных рядах, там, где мы сейчас будем вязать резинку, мы будем вязать обычную резинку 1 на 1, провязывая 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную, лицевая петля, изнаночная петля. И таким образом, чередуя 1 петлю, провязывая вот лицевую, 1 петлю провязывая изнаночную, мы вяжем этот ряд до конца. В конце ряда я провязала 1 петлю лицевую, кромочную последнюю петлю на протяжении всего вязания мы провязываем изнаночной петлей, и вязание я разворачиваю, получается
на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию второго ряда резинки. Все лицевые ряды у нас будут провязываться следующим образом. Первую кромочную петлю я снимаю, далее все изнаночные петли в лицевом ряду мы будем провязывать обычной изнаночной петлей. А вот у меня идет лицевая петля, правая стенка расположена вот за работой. Лицевые петли мы будем переснимать за правую, в моем случае, заднюю стенку петли, не провязывая. Рабочая нить остается за работой. Одна петля изнаночная, лицевую петлю переснимаю, нить рабочую оставляя за работой. Одна петля изнаночная, лицевую переснимаю, нить рабочую оставляя вот за работой. Изнаночная, лицевую в лицевом ряду просто переснимаем нить рабочую, оставляя за работой. И так мы вяжем второй лицевой ряд до конца. В конце лицевого ряда я провязала одну петлю изнаночную, кромочную последнюю петлю провязываю изнаночной петлей. И вязание я снова переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. И вот фактически два ряда, которые мы провязали, и будут являться раппортом нашего узора для вязания резинки. То есть еще раз, во всех вот изнаночных рядах кромочную первую петлю я снимаю и дальше вяжем обычную резинку 1 на 1, провязывая лицевую петлю лицевой, изнаночную петлю провязываю изнаночной. Одна лицевая и одна петля изнаночная. А в лицевых рядах изнаночную петлю мы провязываем, а лицевую петлю мы просто переснимаем. И таким образом, вывязывая эту резинку, как я показала, то есть раппорт узора равен 2 провязанным рядам, мы должны вывязать всю необходимую высоту. Сейчас я самостоятельно провяжу высоту этой резинки, далее подключусь и измерю провязанный участок в сантиметрах. Итак, вот я провязала нужную мне высоту резинки. Это у меня идет лицевая сторона. И здесь, смотрите, эта высота равна, ну вот получается 6 сантиметров. И давайте поближе посмотрим. Вот идет наша лицевая сторона. То есть идут такие красивые лицевые. Это идут вытянутые петли. Ну и с обратной изнаночной стороны резинка смотрится вот таким вот образом. Закончила вязание я, провязав сейчас ряд с лицевой стороны. И здесь, если посчитать вот прям от этого наборного края, то есть вот у нас идут наши лицевые петельки. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот до спицы, то есть вот включая вот эту петельку, у меня провязано 10 вот таких вот вытянутых лицевых петель. Теперь вязание я разворачиваю, получается, на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны я провяжу нулевой распределительный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше начинается раппорт нашего узора. Одна петля лицевая, 5 петель изнаночных. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая изнаночная петля. И дальше раппорт этого узора у нас повторяется. То есть вяжем сейчас одну петлю лицевую, 5 петель изнаночных. 4, 5. Одна петля лицевая, 5 петель изнаночных. И так мы довязываем этот нулевой изнаночный ряд до конца. В конце ряда я провязываю одну петлю лицевую, это идет петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей, и вязание я разворачиваю на лицевую сторону. И вот сейчас с лицевой стороны мы будем приступать к вязанию первого лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, дальше вяжем раппорт узора. Одна петля
изнаночная. Следующих 2 лицевых петли мы с вами должны провязать вместе с наклоном в правую сторону. В моем случае правая стенка лицевых петель расположена за работой, поэтому этих 2 лицевых петли я сейчас разверну, сделав так, чтобы правая стенка этих петель располагалась перед работой, после чего за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей, или вот у нас идет наклон в правую сторону. Дальше у нас идет лицевая петля, которую мы должны сейчас просто переснять, не провязывая вместе с накидом. Поэтому я делаю накид, набрасываю нить на правую спицу вот от себя, и за заднюю правую стенку лицевую петлю я просто переснимаю, не провязывая, то есть накид и лицевую петлю я пересняла, после чего следующих 2 петли я должна провязать вместе с наклоном в левую сторону, так как правая стенка петель у меня уже расположена за работой, поэтому ничего здесь не переворачивая, за заднюю правую стенку 2 петли я провязываю вместе лицевой петлей, или вот идет наклон в левую сторону, и вот я провязала 1 раппорт узора в ширину. Дальше раппорт этого узора повторяем. Еще раз 1 петля изнаночная, 2 петли мы должны провязать вместе лицевой петлей с наклоном в правую сторону, накид, за заднюю правую стенку лицевую петлю я просто переснимаю, не провязывая, при этом вот наш накид и нить остается за работой. Следующих 2 петли мы провязываем вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону. И вот уже я провязала 2 раппорт узора в ширину. Таким образом мы сейчас самостоятельно довязываем до конца 1 лицевой ряд. В конце ряда я провязала последний раппорт узора, то есть вот у меня идет наклон в левую сторону. Дальше 1 петля изнаночная, это петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей. Мы провязали вместе 1 лицевой ряд. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны приступаем к вязанию 2 изнаночного ряда. 1 кромочную петлю я снимаю. Дальше я провязываю, ну вот по рисунку, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, и вот идет накид и петля, которую мы переснимали в прошлом 1 ряду. Сейчас мы снова должны сделать накид, и эту петлю с накидом, который вот мы делали в предыдущем ряду, мы просто вот снимаем, вставляя правую спицу в петлю и в накид, получается справа налево. Вот мы просто переснимаем, при этом сделав еще 1 накид. И дальше снова вяжем петли по рисунку. То есть вот 1 петля изнаночная, это я провязала 1 раппорт узора в ширину. Дальше повторяю. 1 лицевая, 1 петля изнаночная, накид. И вот накид и петля, которые вот мы делали в предыдущем ряду, вставляя в петлю и в накид правую спицу вот справа налево, петлю и накид я просто переснимаю, при этом сделав новый накид, после чего провязываю вот 1 петлю изнаночную. Вот я провязала уже и 2 раппорт. И опять лицевая изнаночная, накид, петлю с накидом, которые мы делали вот в предыдущем ряду, просто переснимаю, не провязывая, 1 петля изнаночная. Так мы вяжем до конца 2 изнаночный ряд. В конце ряда я провязываю 1 петлю изнаночную, это я провязала последний раппорт узора в конце ряда. Дальше 1 петля лицевая, это петля симметрии в конце ряда, кромочную провязываю изнаночной. Вязание я перевернула на лицевую сторону и с лицевой стороны приступаю к вязанию 3-го лицевого ряда. Кромочную петлю снимаю, далее провязываю 1 петлю изнаночную,
одну петлю лицевую, то есть это 2 петли я провязала просто по рисунку. И вот дальше у нас идет вот такая конструкция, то есть это 2 накида и петля, которую мы переснимали вот и в первом и во втором ряду. Сейчас мы снова делаем, это получается третий накид и петлю с 2 накидами просто снимаю, не провязывая, также вставляя правую спицу в эти петли справа налево. То есть у нас уже получилась петля и 3 накида. Дальше провязываю одну петлю лицевую, и это я провязала 1 раппорт узора в ширину. Дальше раппорт этого узора мы будем повторять еще раз. Изнаночная петля, лицевая петля, накид. Дальше петля и 2 накида мы просто снимаем, не провязывая, получается с левой спицы на правую. Далее провязываю 1 петлю лицевую. Второй раппорт узора в ширину я провязала. И дальше опять мы наше вязание повторяем. Изнаночная петля, лицевая петля, накид, петлю с 2 накидами просто переснимаю, после чего провязываю 1 петлю лицевую. И так мы сейчас должны довязать до конца 3-й лицевой ряд. В конце 3-го лицевого ряда провязываю 1 петлю изнаночную, петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей. Вязание разворачиваю сейчас на изнаночную сторону и с изнаночной стороны вяжем 4-й изнаночный ряд. Кромочную первую петлю снимаю. Дальше я провязываю 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную. И вот у нас, смотрите, идет 3 накида и вот петля, которые мы делали в первом, втором и в третьем ряду. Вот этих 3 накида. Сейчас из этих получается 4 петель мы будем вывязывать 3 петельки. Поэтому мы этих вот 4 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Петли ни с правой, ни с левой спицы я не снимаю и сразу делаю накид. После чего еще раз провязываю этих 4 петли вместе изнаночной петлей. То есть вот из 4 петель я вывязала 3 петельки. Далее провязываю 1 петлю изнаночную. И вот я провязала 1 раппорт узора в ширину, который вот мы дальше будем повторять еще раз. Лицевая петля, изнаночная петля. И вот идет снова 3 накида и петля. 4 этих петли мы провязываем вместе изнаночной петлей, делаем накид и еще раз этих же 4 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Из 4 петель я получила 3 петельки. 4 петли с левой спицы снимаю, после чего провязываю 1 петлю изнаночную. И вот я уже провязала 2-й раппорт узора в ширину. И таким образом мы самостоятельно вяжем так до конца 4-й изнаночный ряд. В конце ряда я провязываю вот 1 петлю лицевую, это петля симметрии, кромочную провязываю изнаночной петлей. И смотрите, мы с вами сейчас вместе провязали 4 ряда. 4 провязанных ряда и будут являться раппортом нашего узора в высоту. Дальше наш узор мы будем снова продолжать вязать, повторяя его с 1-го лицевого ряда, то есть 1-й ряд 2-го раппорта, кромочную петлю снимаю. Дальше провязываю 1 петлю изнаночную. И вот следующих 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому 2 петли я разворачиваю. И за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Или вот идет наклон в правую сторону. Дальше я делаю накид. И здесь вот смотрите, правая стенка петли центральной у нас уже расположена вот перед работой, поэтому правую спицу в эту петлю я вставляю просто вот справа налево, петлю снимаю, не провязывая, вот
при этом сделав накид. И следующих 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном в левую сторону, то есть за заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Раппорт узора в ширину 1 раз я провязала, и дальше этот раппорт узора я буду повторять. 1 петля изнаночная, 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном в правую сторону, накид, 1 петлю снимаю, не провязывая, вот нить рабочая, вот накид, и нить остается за работой. И следующих 2 петли за заднюю правую стенку я провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. Все, мы с вами разобрали раппорт узора, который мы дальше продолжаем вязать. И после резинки это мы сейчас будем вывязывать паголинок нашего носочка. То есть если вы хотите эти носочки, следки связать совсем короткие, то можно провязать буквально несколько раппортов узора, после чего приступать к вязанию мыска. Повыше, если хотите связать, то вяжем ту высоту, которая вам необходима. Сейчас я самостоятельно вывяжу нужную мне высоту, дальше подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, и вместе с вами мы приступим к вязанию мыска. Итак, вот я провязала самостоятельно всю необходимую высоту носочка. Здесь, смотрите, от резинки у меня провязано, если мы будем считать, вот именно эти лепесточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь у нас сейчас будет провязано раппортов узора. И если в сантиметрах, то есть вот наш основной узор плюс резинка, высота провязанного участка равна, ну вот где-то, смотрите, 13 сантиметров. Если вам необходимы эти носочки более длинные, то вы вяжете ту высоту, которая необходима вам. Мне этой высоты достаточно, поэтому сейчас я сразу буду приступать к вязанию мыска. Как мы помним, раппорт нашего узора равен 6 петлям плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Изначально набирала я петли так, с тем учетом, чтобы ровно их разделить на 3 части, чтобы вот эти 2 боковые части у нас были равны одинаковому количеству петель, и по центральной части я вот планировала дальше продолжать вязать этот узор. Поэтому сейчас вот 1, 2, 1, 2, 1, 2. То есть по 3 раппорта узора это у меня будут идти боковые части. И по центру мы дальше будем продолжать вывязывать мысок. Если, к примеру, у вас не получается ровно разделить этот узор так, чтобы сразу дальше продолжать вязать мысок этим же узором, то в этом случае мысок нужно будет связать или лицевой гладью, или, к примеру, платочной вязкой. Ну а мы, в моем случае, если вы набирали также вот столько же петель, дальше этим узором продолжаем вязать длину мыска. Поэтому 2 центральных раппорта это 6 и 6 петель, получается 12 петель. Дальше по краям, вот здесь получается, вот с этого края у меня идет 1 изнаночная петля, это петля симметрии, и плюс по 1 петельке я захватила еще с одного и с другого края, так чтобы ровно было все симметрично. Это сейчас будут идти кромочные петли края. Поэтому петли я разделила следующим образом: 18 петель 1 и 2 боковая часть, и вязать мысок я буду сейчас из центральных 15 петель. Поэтому я сейчас петли первой боковой части просто пересниму, не провязывая, получается, с левой спицы на правую. Вязание при этом я держу лицевой стороной вверх. Это ровно как раз таки до мыска. То есть вот наш первый маркер я убираю сейчас, и получается центральных 15 петель, из которых я буду вязать мысок, я сейчас просто, ну или сразу провяжу, или можно сначала переснять на чулочную спицу, так как длину мыска я сейчас буду вывязывать как раз таки на 2 чулочных спицах того же диаметра, то есть диаметр спиц я использую 3,5 миллиметра. С учетом того, что
у меня пряжа сейчас идет вот в 2 сложения, и нить я доставала вторую из середины моточка, то в этом случае сейчас мне придется вот здесь эту ниточку обрезать. Если есть, к примеру, второй моток, или вы вяжете в одну нить, то в этом случае мы берем или второй моток, или вторую нить мы достаем из середины моточка. И этой нитью мы вывязываем длину мыска. Эту нить здесь в этом случае обрезать не нужно, она нам еще пригодится. Ну а я здесь эту ниточку все-таки здесь обрезаю. Беру эту вот дальше нить, вот она у меня идет в 2 сложения. И как раз таки, как я сказала, на 2 чулочных спицах я сейчас буду вывязывать длину мыска, продолжая вязать этот узор. Начнем провязывать вместе, то есть кончик нити я просто прикладываю к краю. Первую кромочную петлю в данном случае я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нити. И дальше мы начинаем вязать раппорт нашего узора. 1 петля изнаночная, 2 петли я вот разворачиваю и провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. Дальше следующую петлю я снимаю вместе с накидом, не провязывая, после чего следующих 2 петли провязываю 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону. То есть за заднюю правую стенку 2 петли я провязала вместе. И дальше этот раппорт у нас повторяется. 1 изнаночная, 2 петли вместе провязываю лицевой петлей с наклоном в правую сторону, накид и петля, которые мы вот накид сделали, петлю просто пересняли, после чего 2 петли провязали вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону, 1 петля изнаночная, это петля симметрии. И вот нашу последнюю петлю, это 15 петля, я здесь провяжу изнаночной. В данном случае это будет идти кромочная петля края. Это я сейчас провязала первый, получается, лицевой ряд. Сейчас для наглядности мы можем вот этот наш лепесток отметить маркером. Это будет идти раппорт узора, относящийся вот здесь к верхней части. Все остальные лепестки после маркера у нас будут относиться именно к длине мыска. То есть вязание я сейчас разворачиваю на изнаночную сторону и вяжем второй изнаночный ряд. Кромочную снимаю, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, накид делаю, петлю вместе с накидом просто переснимаю. То есть у нас сейчас получается петля и уже 2 накида. 1 петля изнаночная, лицевая изнаночная, накид. И петлю вот вместе с накидом мы просто переснимаем. То есть у нас идет петля и 2 накида. Изнаночная петля, лицевая петля, кромочную провязываю изнаночной петлей. Это мы уже с вами вместе провязали 2 ряда. То есть таким образом мы точно так же, как провязывали вот здесь длину нашего носочка, вывязывая узор, который вот равен 4 провязанным рядам, дальше продолжаем вязать всю необходимую длину мыска, повторяя, как я сказала, раппорт узора, который равен 4 провязанным рядам. И вот смотрите, в моем случае вот наш следок, первый я его еще не сшивала, но уже связала. То есть вот идет маркером отмечен лепесток, относящийся вот здесь к высоте, который вот здесь мы только что с вами отметили. И длина моего мыска сейчас будет равна, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот здесь у нас идет еще, получается, 12 раппорт узора. После того, как длина будет вот здесь равна, в моем случае, 12 провязанным раппортам, я подключусь. Вместе с вами мы будем делать заужение этого мыска. Эту часть мы будем провязывать платочной вязкой. И после того, как я провяжу эту длину, я вам измерю длину еще и в сантиметрах. Поэтому сейчас самостоятельно из вот центральных 15 петель провяжите всю необходимую длину мыска до убавок. Итак, вот я вывязала всю длину мыска до убавок.
Как я говорила, здесь у меня провязано 12 раппортов узора. И если в сантиметрах в ровном не растянутом виде, вот смотрите, длина мыска равна, ну, около примерно 14 сантиметров. На спицах у меня расположено сейчас вот 15 петель. И мы с вами приступаем делать убавки на этом мыске. Ту часть, где мы сейчас будем провязывать убавки, мы будем вязать обычную платочную вязку. То есть все, больше узор мы вывязывать не будем. Поэтому сейчас, вот смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, и сразу следующих 2 петли я сейчас провяжу вот 2, давайте за заднюю 2 петли вместе лицевой петлей. Дальше я провязываю сейчас все остальные петли лицевыми. В конце ряда, не довязывая вот последних 3 петель. В конце, когда у нас остаются последних 3 петли, 2 петли, то есть первая и вторая, если по порядку, мы провязываем вместе лицевой петлей, кромочную провязываем изнаночной петлей. То есть вот в начале и в конце ряда мы убавили по одной петельке. Теперь с изнаночной стороны никаких убавлений мы делать не будем. Здесь просто первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все остальные петли до конца ряда я провязываю лицевыми. Кромочную последнюю петлю в конце ряда я сейчас провяжу изнаночной петлей. И снова будем провязывать ряд с лицевой стороны, и в этом лицевом ряду мы снова будем делать убавление петель. То есть убавлять петли мы будем в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда, провязывая 2 петли вместе. Кромочную снимаю, 2 петли, вот они у нас идут. Я провязываю 2 петли вместе вот лицевой петлей. Все остальные петли опять мы вяжем лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. В конце ряда мы также вот провязываем 2 петли вместе лицевой петлей, кромочную провязываем изнаночной. Таким образом мы сейчас вяжем все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. В каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда мы провязываем по 2 петли вместе. И так мы вяжем эти убавления до тех пор, пока на спицах у нас должно остаться всего 9 петель. Итак, вот я сделала все убавления, на спицах у меня осталось 9 петель, и если от основного узора по лицевой стороне у меня получилось вот провязано 3 платочных дорожки. И все это идет общая длина мыска. Ниточку здесь мы можем уже обрезать. И теперь мысок мы откладываем, и теперь мы должны вернуться в начало нашего вязания, то есть петли первой боковой части мы возвращаем сейчас обратно на круговую нашу спицу. То есть получается вот таким образом я держу наше вязание, и петли переснимаю, получается, с правой спицы на левую обратно, то есть там, где вот здесь, ну вот я в данном случае ниточку обрезала, ну или если вы не обрезали, то вот мы возвращаемся сейчас к этой нити. Вот такая заготовка у меня сейчас получилась, то есть вот идет наша верхняя часть носочка, мысок, и вместе с вами мы сейчас будем приступать к вязанию подъема. Но для начала я сейчас измерю общую длину мыска, то есть вот от спицы в ровном не растянутом виде. Ну вот смотрите, получается длина мыска равна 15 сантиметров. Ну и опять же давайте, чтобы вам более точно ориентироваться, измеряем общую длину провязанного участка. Ну вот смотрите, где-то около 29 сантиметров общая получается высота, вот в ровном не растянутом виде. При этом полотно у нас идет эластичное и хорошо тянется. Здесь мысок этот получился, смотрите, такой не широкий. Ширина его равна буквально здесь получается 5 сантиметров, но мы видим, что у нас полотно тянется, и скажу сразу, что даже если, к примеру, ваш мысок получился
вот как в данном случае не широкий, то все это мы сможем сейчас компенсировать в процессе вывязывания подъема. Вот идет этот наш подъем, который мы также будем вязать платочной вязкой. И, соответственно, если у вас нога широкая, то вот эту высоту подъема вы можете провязать большее количество рядов, тем самым вот эта ширина у вас получится больше, шире. То есть здесь ширина мыска по сути большого значения не имеет, так как регулируем мы это также и высотой провязанного подъема. Так как ниточку здесь я обрезала, поэтому я беру вот сейчас нить, которой я вязала мысок, кончик просто прикладываю к краю и приступаю к вязанию подъема. В принципе, этот подъем и подошву можно связать и другим контрастным цветом. Здесь сейчас первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас вот у меня в данном случае идет присоединение нити. И дальше я провязываю сейчас все петли лицевые, то есть узор мы больше не вывязываем. То есть это идут петли первой боковой части, 18 петель в моем случае. Вот это первая боковая часть, ровно до мыска. Итак, вот я провязала лицевыми петлями петли первой боковой части. И теперь вдоль одной и второй боковой линии мыска я буду поднимать петли, начиная как раз таки вот здесь от петельки, вот где я присоединяла нить для вязания мыска. То есть по кромочным петлям края за две стенки кромочной петли я поднимаю первую петлю, хорошенечко здесь стык этот подтягиваю между петлями и сразу по порядку из второй кромочной петли я вынимаю вторую петельку. Дальше вот у меня идет третья петля, четвертая петля кромочная, то есть вот видите, у нас идут красивые аккуратные косички, они у нас вот четко видны, и с каждой этой кромочной косички мы должны поднять по одной петельке, то есть количество поднятых петель будет равно количеству вот здесь кромочных петель края. Итак, вот я подняла здесь 26 петель и вот поднимаю последнюю 27-ю кромочную петлю края. То есть вот вдоль одной боковой линии нашего мыска я подняла 27 петель. Теперь вот наших 9 петель от мыска здесь я провяжу просто лицевыми петлями. То есть это 9 лицевых петель. Последнюю петлю также провязываю лицевой, чулочную спицу я откладываю. И теперь сразу вдоль второй боковой линии мыска я также буду поднимать это же количество петель, то есть 27 петелек. То есть вот у нас будет сейчас идти вот с этого края, вот она у нас идет первая кромочная петля, одна, вторая косичка, и из нее я поднимаю вторую петлю. Дальше вот третья, четвертая и так далее. То есть здесь со второго края мы поднимаем это же количество петель, то есть 27 в моем случае. Итак, вдоль второй боковой линии мыска я также вот подняла сейчас 27 петель. И теперь лицевыми петлями я провяжу петли второй вот здесь боковой части. То есть здесь у меня также вторая боковая часть равна 18 петлям. То есть вот я провяжу 17 лицевых петель и последнюю 18-ю кромочную петлю я провяжу изнаночной. Итак, вот я подняла все петли. И сейчас всего на спицах у меня расположено 99 петель, 18 петель, 27 петель, 9 петель. Это от мыска, ну и здесь в обратном направлении 27 и 18 петель. Из этих 99 петель я сейчас как раз таки и буду вязать высоту этого подъема, про который я вам рассказывала, которым как раз таки мы можем
и отрегулировать ширину нашего носочка. То есть вязание мы сейчас разворачиваем на изнаночную сторону, и теперь с изнаночной стороны кромочную петлю снимаю и по кругу вот от начала вот здесь до конца ряда мы сейчас будем провязывать все петли лицевые. То есть подъем я сейчас буду вязать поворотными рядами, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. И у нас с вами будут образовываться, ну вот если с лицевой стороны мы посмотрим, платочные дорожки. В моем случае, смотрите, высоту этого подъема я сейчас буду провязывать 5 платочных дорожек. Вы можете провязать и большее количество этих платочных дорожек. Сейчас самостоятельно я провяжу вот эту высоту подъема, дальше подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, и вместе с вами мы приступим к вязанию подошвы. То есть еще раз вяжем все петли лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду, и этот подъем мы вяжем поворотными рядами. Итак, я провязала подъем, как я говорила, 5 платочных дорожек. И теперь мы с вами измерим, ну, во-первых, высоту провязанного подъема. Здесь у нас получается эта высота где-то 2,5 сантиметра. И общую ширину, то есть подъем, мысок и вторая часть подъема в центре мыска в ровном не растянутом виде ширина равна 10 сантиметров. При этом, видите, полотно у нас идет эластичное и достаточно хорошо тянется. После того, как мы связали необходимую вот эту высоту подъема, мы сразу можем приступать к вязанию подошвы. Вязать подошву я сейчас буду из центральных 15 петель, то есть из того же количества петель, из которого вот здесь я изначально вязала мысок. Поэтому в моем случае на спицах у меня расположено 99 петель. Эти петли я делю на 3 части. Первая боковая часть у меня сейчас получается равна 42 петлям, вторая боковая часть равна 42 петлям, и центральных 15 петель это идут петли подошвы. Поэтому смотрите, вот здесь я сейчас ниточку от моточка обрезаю, вязание держу вот лицевой стороной вверх, и теперь я должна просто переснять, не провязывая, 40 получается 2 петли. Это петли первой боковой части. То есть переснимаем петли ровно до подошвы. То есть в моем случае я сейчас пересниму 42 петельки. Итак, я пересняла 42 петли. И вот как раз таки следующих центральных 15 петель это будут идти петли подошвы. Поэтому я сейчас беру нить, которую я сейчас вот обрезала, ну или берем нить того цвета, которым вы планируете вязать подошву. Кончик этой нити я прикладываю просто к краю и вяжем, получается, первый ряд подошвы. Первую петлю провязываю лицевой, так как у нас идет присоединение нити, и дальше провязываем все петли лицевые. 4-я, 5-я петля лицевая, 12, 13, 14, и вот идет последняя 15 петля подошвы. Сейчас в конце каждого ряда мы будем провязывать 2 петли вместе, то есть последнюю 15 петлю подошвы мы будем провязывать, ну вот если по порядку, с первой петлей боковой части. И если мы полотно держим лицевой стороной вверх, то 2 этих петли я буду провязывать вместе изнаночной петлей. 2 петли вместе я провязала, вязание я сразу разворачиваю на изнаночную сторону, и теперь с изнаночной стороны вяжем опять только центральных 15 петель подошвы. То есть сейчас первую петлю я снимаю, далее провязываю петли все лицевыми.
Мы вяжем петли лицевые ровно до 15 петли. Это как раз таки здесь с изнаночной стороны идет та петля, где мы присоединяли нить. Последнюю 15 петлю, получается, подошвы мы провязываем вместе с петлей боковой части. И две этих петли, вот мы с изнаночной стороны, когда полотно держим вверх изнанкой, будем провязывать 2 петли вместе лицевой петлей. 2 петли вместе я провязала, и сразу вязание я разворачиваю, получается, на лицевую сторону. То есть вот мы вяжем только вот эту часть нашего носочка. Так, теперь, значит, смотрите, нить у меня расположена вот перед работой, я ее никуда не перекручиваю, и первую петлю просто переснимаю, нить рабочую завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И дальше провязываю сейчас все петли лицевые. И опять в конце получается рядом у нас считается 15 петель. Последнюю 15-ю петлю подошвы я провяжу вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны 2 этих петли я провязываю вместе изнаночной петелькой. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону, и точно так же с изнаночной стороны мы провяжем все петли лицевые, и последнюю 15-ю петлю подошвы я провяжу вместе с петлей боковой части. С изнанки 2 этих петли я буду провязывать вместе лицевой петлей. Таким образом мы самостоятельно сейчас будем провязывать всю длину подошвы, убавляя в конце каждого ряда по одной петли от боковой части. И так мы вяжем эту длину подошвы до тех пор, пока вот здесь от боковых частей с одной и с другой стороны у нас должно остаться по 6 петель. Дальше я подключусь и закончим вязать подошву вместе. Итак, я провязала длину подошвы, убавляя в конце каждого ряда одну петлю от боковых частей. И вот в конце, видите, у нас должно остаться 6 петель одной боковой части и 6 петель второй боковой части. Теперь на данном этапе мы дальше будем продолжать убавлять петли боковых частей, только сейчас в конце каждого ряда мы еще будем дополнительно убавлять и одну петлю подошвы. Поэтому мы сейчас вяжем вот с лицевой стороны подошву, вот как мы вязали и до этого, провязывая все петли лицевые. Только сейчас мы с вами будем в конце ряда не довязывать 3 петель именно подошвы. То есть у нас в данном случае должно остаться 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. И здесь в конце ряда первую и вторую петлю подошвы мы будем провязывать 2 петли вместе лицевой петлей. И дальше последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны мы продолжаем провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. И вязание я разворачиваю, получается, на изнаночную сторону. С изнаночной стороны точно так же мы лицевыми петлями провязываем вот петли подошвы, не довязывав до конца ряда 3 петель именно подошвы. То есть здесь у нас также сейчас остается 6 петель боковой части, 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю я провязываю как 2 петли вместе лицевой петлей. Это мы провязали 2 петли вместе именно подошвы в конце ряда. Последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части вот с изнаночной стороны мы провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. То есть вот в конце ряда здесь я также сейчас убавила сразу 2 петли. Вязание снова разворачиваю на лицевую сторону, и теперь вот мы с вами в конце каждого ряда сразу будем убавлять 2 петли. То есть вяжем все петли лицевые, не довязывая 3 петель подошвы до конца ряда.
Осталось вот 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю я провязываю сейчас 2 петли вместе лицевой петлей, последнюю петлю подошвы и петлю боковой части я провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. И точно так же с изнаночной стороны в конце ряда я убавлю также 2 петли, одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. То есть вот остается 3 петли подошвы, 2 петли вместе провязываю лицевой петлей, петлю подошвы и петлю боковой части провязываю 2 петли вместе также лицевой петлей. Таким образом мы самостоятельно заканчиваем вязать эту подошву, убавляя в конце каждого ряда сразу 2 петельки. Итак, смотрите, от нашей одной боковой части я уже убавила все петли. Провязываю, получается, сейчас последний ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаю, дальше вот я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей и последних 2 петли я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И у нас на спицах осталось 3 петельки. Теперь вязание я разворачиваю на лицевую сторону. Так, первую петлю снимаю для того, чтобы рабочую нить завести на обратную сторону между первой и второй петлей. Первую петлю вернула обратно. И теперь мы с вами с лицевой стороны 3 этих петли вот за заднюю стенку петель должны провязать 3 петли вместе одной лицевой петлей и последнюю петлю вытаскиваю подлиннее. Ниточку от моточка мы можем уже обрезать. Обрезаем эту нить подлиннее, чтобы нам этого кончика нити оставшегося хватило сшить заднюю часть слитка. И теперь смотрите, что я сделала. В эту нашу петлю продела кончик нити, который я только что обрезала от моточка вовнутрь. И вот аккуратно эту ниточку я вытаскиваю, тем самым затянув петлю. Все вот кончики, которые здесь у нас есть, мы должны вот вложить сейчас в изнаночную сторону. У нас с вами должен остаться вот только наш кончик нити, который мы только что обрезали от моточка. И теперь этот кончик нити мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать наш носочек я буду, держа его, вот этот носочек, лицевой стороной вверх. На том участке, где у нас идет платочная вязка, ну или подъем, я буду вставлять иголку не в кромочные петли края, а в первую петлю от платочной дорожки. Справа налево, то есть вот наша первая платочная дорожка и первая петля. Иголку вставляю справа налево. Сначала с одной стороны и сразу иду на обратную сторону. Также первая платочная дорожка. И вот идет наша первая петля. Иголку вставляю справа налево. Вторая платочная дорожка и первая петля. Иголку вставляю справа налево. И с другой стороны вторая платочная дорожка и первая петля. То есть таким образом мы сшиваем тот участок, где у нас связалась платочная вязка. То есть сшиваем так мы именно подъем. Дальше, там где у нас сейчас будет идти узор, который мы вывязывали, и вверху резинка, этот участок полотна мы будем сейчас прошивать за кромочные петли края, также вставляя иголку справа налево. То есть вот в одну кромочную петлю края иголку я вставляю и через соседнюю кромочную петлю иголку с нитью вывожу справа налево. Сначала с одной и затем с другой стороны, справа налево. В одну кромочную петлю вставляю иголку и через соседнюю кромочную петлю справа налево иголку с нитью вывожу. При сшивании мы обязательно контролируем,
чтобы все участки у нас ровно сошлись между собой, то есть узор с одной стороны и узор с другой стороны. Начало резинки и вот здесь наш кромочный край, там, где мы вот как раз-таки набирали петли. То есть таким образом мы сейчас должны самостоятельно прошить всю длину этого шва, за кромочные петли края, вставляя иголку с нитью, кромочные петли справа налево. Итак, смотрите, я прошила всю длину шва. Дальше, после того, как мы эту длину прошили, мы должны этот шов потянуть, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. После чего наш носочек мы должны будем вывернуть на изнаночную сторону. И вот эти все кончики, которые у нас есть, мы должны будем самостоятельно спрятать по изнаночной стороне. И вот после того, как по изнаночной стороне мы спрячем все кончики, наши носочки будут полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. Обязательно встретимся в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.